Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию по копеечке. Она еще пока вот так снизу туда все, но в этом видео нам нужно ее много раз собрать, разобрать, устранить все недочеты, настроить, сделать так, чтобы УЗ окончательно нормально ехал, чтобы все работало, сделать ей внешку, совершить первый выезд и понять, что же у нас все-таки получилось. Начинаем! Но, как вы понимаете, копейка — это машина даже не выходного дня, а какого-то праздничного идеального дня. К этому дню вы идете, причем в процессе стройки этого автомобиля вкладывая огромные деньги. При этом всем мы ездим с вами все на обычных машинах, которые мы также с вами покупаем на каких-то сайтах по продаже машин. И вы мне все время говорите: Костя, почему ты забываешь про Дром? Так вот, пожалуйста, господа, есть Дром. У них есть приложение, в котором вы можете купить новый либо бэушный автомобиль, выбрать интересующие вас фильтры. Ну, в нашем случае, естественно, давайте попробуем найти ренжа. Вот, как мы видим, ренжей здесь на самом деле гора. Но у Дрома есть супер фишка, которая позволяет вам даже не быть супер экспертом в автомобиле, но при этом понять, что предложение данное действительно интересно. Есть такая штука, называется отличная цена. Смотрите, возле цены объявления есть плашки. Высокая цена, нормальная цена, хорошая цена и отличная цена. Это искусственный интеллект Дрома. Он анализирует объявления по куче параметров и проставляет им оценку. А нажатием на кнопку «Отличная цена» мы можем отсортировать объявление по этому параметру. Ну, вот отличная цена, например. Вот даже есть такое специальное пояснение. Видите, что учитывается даже поколение, количество владельцев зарегистрированных ДТП, регион продаж. Не учитывается машины при этом битые и без документов. То есть прям вот по этой плашке можно сразу отслеживать, какое из приложений действительно нормально, а какое не очень. У каждого присваивается при этом свой определенный рейтинг. При этом, смотрите, можно еще проверить ВИН-код через ГИБДД. То есть здесь же в приложении вы можете, в принципе, заказать отчет по машине. Какая с ней была история или, может быть, какие-то вылезут косяки. Таким образом, уже на стадии объявления вы можете прекрасно проанализировать, что с этим автомобилем так или не так. Как вы видите, это сильно упрощает поиск. Таким образом, вы можете подобрать, естественно, ту тачку, которая может подойти именно вам. Скачивая приложение Дром для поиска автомобиля вашей мечты, а ссылочки на него, естественно, я оставлю в описании под этим видео. СВ автобиографии по пятнашке, здесь проклятие. Надо еще подкопить. Скачивай. По глушителю парни из Выхлопграда сделали все, что могли и все, что возможно было выжать из этого конфига. То есть, естественно, глушак сделан максимально прижатым к верхним частям. Его уже никаким физическим образом выше не поставишь. Нужно было делать его длинным. Делается он специально так, чтобы край глушителя кончался там же, где кончается автомобиль. Чтобы, если машина сядет в болоте, выхлопные газы не оставались вот здесь, под водой вот так вот не шли сюда и не попадали в салон никоим образом. То есть выхлоп обязательно должен выбрасываться за край автомобиля. При этом выступать сильно за край автомобиля он также не может. В общем, здесь вариантов особо никаких. Если бы здесь у нас пол багажника был немножко выше, туда бы глушак утопили. Но невозможно. Поэтому, естественно, здесь это ведется вот так. Все очень тесно, потому что места на самом деле оказалось не так много. Огибает здесь пружины и ниши под аккумулятор. Идет дальше сюда. Здесь у нас располагается одна небольшая баночка, единственная, никаких тут больше ни резонаторов, ничего тут больше нет. Дальше он в этом месте раздваивается, потому что все-таки это V8. И изначально у нас выпускных коллектора 2 и идет уже по обе стороны. Глушитель у нас не нижняя точка. Ниже глушителя еще висит раздатка вот здесь. Так что в любом случае, если машина будет чем-то садиться и чиркать, первично она садится раздаткой. Трубы глушителя уже вторично цепляются с земли, хотя и в болоте, конечно, могут цепляться. Но, тем не менее, причины якорения автомобиля за землю они быть не могут. То есть тут сделано все прям грамотно. И, соответственно, дальше это все уходит в коллектора. Никаких управляемых заслонок и прочего мы здесь в этот раз не ставили, потому что систему нужно было сделать простой, живучей, так, чтобы она терпела лед, коряги, камни и все прочее.
Я считаю, что получилось очень даже нарядно. То есть молодцы. Выхлопград, как всегда, красавчики. Ссылки на них, естественно, также будут в описании. Потому что если вам нужно сделать выхлоп, то ребята уже делали выхлоп на 2 моих внедорожных автомобиля и знают все эти тонкости так, чтобы от качественно звучащего и правильно построенного выхлопа вы не страдали даже в болоте, когда машина тонет. Вот этот нюанс, который я вам рассказал в начале, он очень важен. Многие его не учитывают и делают выхлоп отсеченным где-нибудь, типа, знаешь, вот так. Вот здесь труба заканчивается. Да, она не торчит наружу, и вам кажется, что вы защищены. Но, опять же, вы сели в воду. Вот так тут все это пузыри, вот сюда пошли, и все это начинает туда сбрасываться и проникает вам в салон. Это очень неприятное явление. Ребята из Выхлопграда все это прекрасно знают и все это учитывают даже в джипах. Устранены все недочеты по УЗ-ту, потому что многие, кстати, даже вообще забыли, что здесь за двигатель. А здесь, господа, V8 на 280 лошадиных сил. Это тойотовский 3UZ FE со своей родной же тойотовской коробкой вместе агрегатированный. Все, он окончательно встал, окончательно сделана электрика. Теперь это заводится просто с ключа. То есть просто вот мы берем, вот так вот прям повернули, заработало. Погнали! Все. То есть он окончательно здесь устаканился, укомпоновался, все будет так же. Мозги родные стоят в коробе, то есть еще заизолированы дополнительно. Не стали их пока в салон носить. Воздушный фильтр стоит на месте, все здесь приехало. Очень люблю УЗ, не люблю J. Еще можно было 5 ВЗ, конечно, поставить V6, но V8 всегда топ. Причем я все УЗ уже, у меня сколько? Это, по-моему, у меня 5-й УЗ. Я все их покупаю в одной и той же компании, она, по-моему, Torrance Auto называется. Находятся они в Кемерово, если не ошибаюсь. Реально 5 УЗ я купил в одной и той же компании. Оттуда же Денпом Swap. Их привозит. Всегда с ними все ништяк. JZ, которые мне в жизни попадались, я, правда, их там не покупал, кстати, может, надо было их там же купить. Всегда почему-то отрыгивают. Не знаю, вот V8, короче, топ, ребята, атмосферный, простейший мотор, как у меня в антигелике стоит, как у нас в Bentley стоит, который мы турбанули, как, блин, да везде, короче, он стоит. Ну, в копейку теперь вот поставили, опять же, короче, ребята, компания Torrance, если вы хотите знать, где купить надежный УЗ, с гарантией, кстати, то есть, если бы мы его сюда поставили, он был бы отрыгнувший, в течение, по-моему, там гарантийный срок они назначают, его можно даже вернуть и выполнить таким образом все гарантийные обязательства. Короче, все огонь, ссылочки на компанию Torrance на всякий случай оставлю в описании. V8 – это лучшее, что придумало человечество, напоминаю вам. Далее остается выезд, но перед выездом в этой серии нужно обязательно дать внешечку. Все любят внешечку. Если машина нарядная и хорошо выглядит, ей можно наслаждаться даже в статике. Даже если она у нас в конце плохо поедет и ничего не получится, она в любом случае будет красивая. Поэтому сейчас все разбираем, шкурим и едем в малярочку. Остался только выезд, это вот по территории попробные мы пробовали, но на самом деле многие говорят, что нет ходов подвески. На всякий случай мы уже закупили амортизаторы с увеличенным ходом, это наши друзья Red BTR. Амортизаторы обычные, собственно масляные, чтобы они были помягче, мы взяли от УАЗика. Лифт 50 мм, это значит, что ход у этих амортизаторов увеличенный. Ну, плюс это Red BTR, это ребята, которые всегда нам помогают в трудную минуту, консультациями в том числе. Все нам говорят, как что делать. Смотри, какая красота. Вот такие амортики. В комплекте есть даже стяжками, которые эти амортизаторы можно к машине закрепить надежно. Потому что мне кажется, что они будут держать. Смотри, и если нам этих амортов не хватит, сейчас тут стоят родные патрулевские, мы ставим Red BTR-овские.
которые длиннее. И мосты будут выпадать, опачки, еще больше. То есть, в принципе, вот это нормальная такая штука. Как вы видите, в комплекте даже уже с сайлент-блоками. В общем, сейчас делаем первый выезд. Если вдруг не хватит ходов, элементарно потом вкидываем аморты, и ходы появляются на ура. Итак, господа, в окончании всех работ, что мы имеем? V8, автомат, раздаточную коробку с понижением ниссановским, патрулевые мосты, 37-е колеса, отличная пушечная внешка. И я уже сейчас прочитал все ваши комментарии, что, естественно, ничего из этого жить не будет. Но благо... Я считаю, в принципе, под каждой серией понятно, что все развалится. Вопрос, насколько быстро и насколько быстро это помогут, развалить это все, вернее, помогут непосредственно собственники автомобиля. Сегодняшняя наша задача проверить ходы подвески, проверить, действительно ли вы правы в комментариях. Может, понятно, что закипит, понятно, что еще, что ходов нет, что бампера говно, что еще что. Ну, вообще, что все плохо на самом деле. Но вдруг оно сработает. Давайте узнаем. Господа, впервые у нас уникальный формат съемки. Меня теперь нет даже за рулем, я обленился. А теперь я дал вам звук. Потому что, как вы знаете, копейку мы строим для ребят с Offroad СПБ. Поэтому Тёмыч садится за руль, Юлик справа, а мы смотрим все это со стороны. Интересная реакция клиента. При этом, похоже, я единственный из операторов, кто как-то обеспокоен качеством материала, потому что ребята здесь, я тут... Что, пробуем этот самый канаву? Делай, что хочешь. Сломал, купил, ты же знаешь. Но это все для нее ни о чем. Но вот через такую фигню не каждая тачка переедет. Да ладно. Чё ты нагнетаешь? Запас космос еще. По-моему, вообще все. Конь огонь. Ребята, уколки будет? Не будет. Это чисто все кидало. Это пранк. Вообще никаких проблем. Ей просто все равно здесь. Короче, как вы понимаете, естественно, при 37-х такой геометрии отсутствующих свесах ездит она, ну, не задумываясь. Нам нужно какое-то интересное препятствие, где прямо риск. Пока что риска 0, конечно. Я уверен, здесь на самом деле вот Рубикон сейчас поставь, он также проедет. Препятствия пока не очень. Итак, за руль садится Александр, а это известнейший пилот, любитель ходов, газа справа и отсутствующего тормоза как в голове, так и фактически на педали. В общем, человек, который едет красиво, зрелищно. Человек, с которого, собственно, была одна благодаря которому, да, Юлия, если не ошибаюсь? Или Саня был против этого канала открытия? Это его инициатива на 99,9. Короче, вот поставьте лайк этому пацану. Сейчас он все сделает. Сейчас перед врубили, посмотрите, работает, нет? Передняя блока. Запас просто конский. Да, препятствия не было зафиксировано. Да, теперь нам нужен, далее, нам нужен такой угол наклона, при котором точно не хватит зацепа. В колесах, напоминаю, у нас где-то 0,3, если это кому-то было интересно. Передний выключаем. Боковые. Боковые. Все прошло. Мне кажется, чуть больше хода и все. Изи. Просто изи.
Выхлоп-то хорош. Так, пока все держится, все терпит. Вообще на изи. Вот эта техника. Пока что непонятно, где взять такой оффроуд, чтобы сразу здесь было больно. И при этом оффроуд еще оставался тестовым, без жести и всего остального. Но если вот здесь, конечно, попробовать, это песос. Чтобы вы понимали уклон. Я вообще не верю, что это возможно. Нет, это конец, на мой взгляд, точно, 100%. Мама! Это законно? Это уже какой-то рок-роулер получается у нас. Оу, е! Оторвалось колесо! Оторвалось колесо! Да, но запасик еще был, я считаю, надо пробовать. О май гад, копейка, ты что, крейзи? И она едет, она едет. Как это возможно? Что происходит? Чуть-чуть ходов. Господи Иисусе! Это, блядь, вертикальная стена. Владян, сними меня. Это стена, которая там 2,20, 2,30, наверное, ростом. Пацаны! Вы как там вообще? Обалдеть! Не зря я все-таки еще стравился перед выездом. Прям в ноль. Еще можно, на самом деле, было травануть. Это просто лайк. Вообще лайк. Просто лайк. Мне кажется, за счет того, что все-таки, видишь, это седан. Он типа низкий относительно. Поэтому центр тяжести весь получается нетрадиционный для джипов. Так, следующее препятствие. 3-й этаж заброшенной военной части. Просто едешь в стену, короче, все. Я не знаю, как это из салона выглядело, потому что, мне кажется, просто вот так вот облака и все. Мы куда-то едем в небо. Да, это реальное дерьмо. Так, с охлаждением, как и подразумевалось, есть проблемы. Небольшого, конечно, характера, все прогнозируемо, он не кипит взрывным образом, но тем не менее. Крышечку поменять и Короче, всё надо что-то сделать, да, для начала. Потом решим. Сейчас он газанет, и мне капсда. Я вообще чистый, на удивление. Очень плохие предчувствия. Боже мой! Капец! Чудовище. Это просто капец чудовище. Итак, господа, самое главное,
то, что мы узнали в конце этой серии, что эта конструкция действительно жизнеспособна и очень способна при этом на оффроуде. Вот то, что как она пошла свечкой. Понятное дело, что можно еще доделать. Понятное дело, что предстоит некое буквальное доведение последних штришков. Надо разобраться с радиком. Есть еще небольшие проблемы. Всегда можно сделать хоть подвески больше и так далее, но это оффроуд. В оффроуде любую машину можно сделать лучше. Какой бы она подготовлена ни была, даже если это котлета зачервонец, можно добавить еще 1,5 и сделать ее чуть-чуть лучше. Также, соответственно, и в этом случае. То есть, безусловно, сейчас вернемся, устраним некоторые недостатки, но в целом она практически готова к передаче ее клиенту. Как вы видели сами сегодня, эти лица вроде как пацанов более-менее устраивают. Вроде куда-то потихоньку со скрипом, да, но пытается, да? Ну, против Ниваса, конечно, так, не факт, я не уверен, но рядом постоять, подоминировать и, по крайней мере, съездить в МАК за парочкой больших картошек она реально сможет. Тем более в текущих обстоятельствах, когда дороги могут перекрыть. Здесь надо просто дать руля правее, и все поедет дальше. Плюс к этому она фантастически красивая, она харизматичная, она на прикольном салоне, она обладает врожденной отличнейшей геометрией, как мы только что сегодня поняли, отличнейшей развесовкой и большим потенциалом для дальнейшего тюнинга. Если что, сделали пацанам, сделаем и вам. Все необходимые ссылочки для того, чтобы заказать такую же штуку всего за 150 тысяч рублей. Нет, от 150 тысяч рублей, и потом звездочка написана «в день». Вы сможете, естественно, у нас в Real Russian Custom по ссылкам в описании. Все для вас доступно, все решения и технические идеи находятся прямо здесь, в этих головах меня и Вадима. Мы всегда сможем повторить такую штуку, если вы захотите ее себе купить. Спасибо вам огромное, что смотрели эти серии. Спасибо огромное ребятам из Offroad SPB, что поверили в нас и позволили нам для них такую штуку сделать и показать вам, что мы не бесполезны, что мы можем, в этих головах все-таки имеется кое-какой опыт. Естественно, дальнейшая ее судьба, дальнейшая жизнь, мы надеемся, поломки, слезы отчаяния и радость от покорения новых горизонтов, естественно, будет на канале Offroad SPB, где за ней будут ездить, мне кажется, все по очереди, потому что сегодня Юлик пытался выгнать Саню, Саня пытался выгнать Тему, Тема потом наоборот, им каждому из них хотелось дорваться до этой игрушки, как и нам всем, если честно, потому что ни я, ни Вадим за ней в итоге так, я съехал с эвакуатора, честно, и тогда уже возле эвакуатора я сразу хотел, что такую нужно покупать себе. Удивительная, офигенная игрушка, короче, получилась, которая при этом и может. Спасибо вам всем огромное, что смотрели эти серии. Дальше все переходим на Offroad SPB и смотрим, что с ним будет дальше. Удачи вам и пока. Короче, надо прямо сейчас залезть на Дром и посмотреть там, почем копейки и внедорожники. Скачивай приложение Дром. Скачивай.